Президент Беларуси Александр Лукашенко возложил на своего украинского коллегу Владимира Зеленского ответственность за подготовку боевиков для Майдана в Минске и переброску оружия через границу Украины с РБ. Об этом он сообщил в процессе пресс-конференции «Большой разговор с президентом» для отечественных и иностранных СМИ 9 августа. Лукашенко отметил, что всем известна его дружеская позиция по отношению к Украине и ее народу. Однако его крайне удручает поведение украинского президента, с которым он общался как с сыном. Ладно, ты побежал за Западом, ты их поддержал, ты плюнул на все. Но зачем ты боевиков готовишь на территории Украины и оружие забрасываешь к нам сюда? Ведь оружие идет в основном с Украины, хотя сейчас мы закрыли границу. Но людям до сих пор не запрещаю ходить, родные люди, заявил он. По его мнению, политические отношения между Минском и Киевом сейчас находятся на самом низком уровне, чего нельзя сказать об экономических вопросах. Беларусь готова продолжать диалог с Украиной, но ждет взаимности. Но президенту неприятно, когда соседи замышляют недоброе. Мы никогда не сделаем пакость Украине, если вы первыми, а сегодня об этом уже можно говорить, не вступите с оружием на нашу землю. Но вы когда-нибудь допрыгаетесь, что я рискну, и перейду эту границу без оружия, и у меня будет там не 40% украинцев, а минимум 90%. И мы Украину вернем, подчеркнул и пригрозил он. Лукашенко добавил, что в свое время экс-президент Украины Петр Порошенко не возражал против авиасообщения между Минском и Симферополем. Я когда-то Порошенко, когда там катавасия началась, говорю: Петро, вот ты так относишься, когда из России кто-то заехал, а как ты предлагаешь в мой санаторий мне лететь или ехать? Александр Григорьевич, можно через Украину. Мы никогда не обидимся. Ехать через КПП и лететь. Поэтому не надо мне условия сейчас ставить. Вы сделали все, чтобы проложить мне маршрут в Крым, если мне надо будет. Надо будет, я сяду в самолет и улечу, объяснил он. Лукашенко указал, что Киев перешагнул красную черту, когда закрыл украинское небо для белорусской авиакомпании «Белавиа». Украина показала свою недружественность Беларуси, но за это ее все равно не примут, ни в ЕС, ни в НАТО. Президент РБ задумался над тем, до какой еще низости может дойти действующая украинская власть в благодарность за все то, что Беларусь сделала для Украины в последние годы.